Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что предшествует значительным переменам в жизни? Кажется, будто в такие моменты все вокруг усложняется, словно мир испытывает вашу стойкость, ставя перед вами непростые вопросы, на которые невозможно закрыть глаза, или воздвигая барьеры, кажущиеся непреодолимыми. Это явление отнюдь не случайно. Представьте, что реальность – это сложный механизм, постоянно стремящийся к балансу. Любые изменения, особенно глобального характера, нарушают эту гармонию. Например, стремясь к новому уровню жизни, будь то финансовый успех, любовь или признание, необходимо сначала продемонстрировать свою готовность к этим переменам. Но как именно Вселенная проводит эту проверку? Научные изыскания показывают, что человеческий мозг склонен к устоявшимся привычкам. Ему комфортнее оставаться в знакомой зоне, нежели претерпевать изменения. Когда вы решаете внести коррективы в свою жизнь, вы бросаете вызов своей нервной системе. Мозг начинает сопротивляться, порождая страхи, сомнения и отговорки. Это внутреннее противодействие находит отражение и во внешнем мире. В жизни каждого человека наступают моменты, когда кажется, будто сама судьба испытывает его на прочность. К примеру, стремясь к карьерному росту, индивид неожиданно сталкивается с потерей текущей работы. Или, мечтая о свободе, он вдруг ощущает непреодолимые препятствия. С философской точки зрения подобные ситуации представляют собой своего рода проверку на подлинность намерений. Готов ли человек не только грезить о желаемом, но и предпринимать конкретные шаги для достижения цели? Мир науки, в частности физика, давно ведет дискуссии о природе реальности. Некоторые теории, базирующиеся на квантовой механике, предполагают, что наблюдатель, то есть каждый из нас, способен влиять на поведение мельчайших частиц. Если допустить, что все в мире состоит из энергии, то человеческие мысли по сути генерируют вибрации, которые вступают во взаимодействие с окружающим пространством. Однако здесь возникает важный нюанс. Вселенная, по всей видимости, не делает различий между позитивным и негативным. Она лишь отражает то, что человек излучает. Можно представить это как движение по темному коридору. Если человек охвачен страхом, тьма вокруг него сгущается. Но если он находит в себе силы зажечь внутренний свет, путь становится более четким и ясным. Таким образом, трудности, которые жизнь ставит перед человеком, представляют собой возможность для того, чтобы этот внутренний свет засиял ярче. Но почему же так важно преодолевать эти препятствия? Зачастую индивиды склонны расценивать жизненные невзгоды как некое возмездие. Однако стоит взглянуть на это под другим углом. А что, если это не кара, а скорее интенсивная тренировка? Представьте, что перед тем, как вы примете какое-то судьбоносное решение, вам предоставляется уникальная возможность укрепить свои слабые стороны, словно вы посещаете спортзал, но не для тела, а для души и разума. К примеру, если ваше стремление – это материальное благополучие, жизнь может поставить вас в такие условия, когда вы, наконец, осознаете истинную ценность того, чем уже владеете. Если же вы ищете любви, то, возможно, вам придется пережить период одиночества, чтобы научиться любить и принимать себя. Испытания, таким образом, выступают в роли моста, соединяющего ваше настоящее положение с будущим. Чем больше вы преодолеваете, тем ближе становитесь к новой, улучшенной версии себя. Каждое испытание, каждое, казалось бы, случайное препятствие – это не просто часть вашего жизненного пути. Это скорее инструмент, которым Вселенная пользуется для вашей подготовки к грядущим переменам. Чем меньше вы сопротивляетесь, тем быстрее вы движетесь вперед. Но что, если мы начнем воспринимать трудности не как врагов, стремящихся нас сокрушить, а как мудрых наставников? Что, если каждая проверка – это возможность доказать себе и миру, что вы готовы к новой, улучшенной реальности? И вот, задайте себе вопрос.
Готовы ли вы пройти через все эти испытания ради того, чтобы ваша реальность изменилась к лучшему? Рассмотрим жизненные трудности как процесс тонкой настройки, аналогичной настройке музыкального инструмента для достижения идеального звучания. Человек, проходя через испытания, настраивается на новую реальность. Предположим, кто-то стремится к карьерным высотам. Вселенная не предоставит желаемое немедленно. Вместо этого она создаст обстоятельства, требующие развития необходимых качеств, таких как настойчивость, уверенность и адаптивность. Примечательно, что по мере внутреннего роста человека старые модели его реальности начинают рушиться. Отношения, которые больше не способствуют развитию, уходят в прошлое, а работа, не соответствующая амбициям, перестает приносить удовлетворение. Этот процесс может быть болезненным, но он является неотъемлемой частью личностного роста. Проходя через испытания, человек получает двойную выгоду. Во-первых, он обретает более глубокое понимание своих истинных желаний. Иногда цели, кажущиеся важными, оказываются всего лишь отражением чужих ожиданий. Во-вторых, происходит трансформация внутреннего состояния человека. На смену сковывающему страху приходит уверенность в собственных силах, а сомнения уступают место непоколебимой решимости. Окружающая действительность, словно зеркало, моментально реагирует на эти метаморфозы. Порой перемены происходят молниеносно, являя собой внезапное обретение новой работы, судьбоносную встречу или долгожданное решение. Однако чаще всего это напоминает постепенное восхождение солнца, когда изменения происходят незаметно, но в один прекрасный момент человек осознает, что мир вокруг преобразился. Неурядицы и трудности способны выбить из колеи, порождая сомнения и терзания вопросом «почему именно со мной?». Но что если взглянуть на ситуацию под другим углом и задаться вопросом «какой урок я могу извлечь из этого опыта?». Первое, что необходимо сделать, это изменить восприятие. Следует рассматривать каждое испытание как увлекательное задание в игре, где для перехода на следующий уровень необходимо найти способ решения возникшей проблемы. Второе. Необходимо действовать, даже если обуревает страх. Многие люди застревают на месте, выжидая идеального момента, но он никогда не наступит, пока не будут предприняты первые шаги. Важно вести дневник, фиксируя свои мысли и чувства. Зачастую понимание приходит не в момент размышлений, а при взгляде на собственные записи спустя какое-то время. В определенный момент, оглядываясь назад, приходит осознание пройденного пути. Жизнеописания выдающихся личностей пестрят примерами, когда тернистый путь предварял триумф. Джоан Роулинг, чье имя ныне неразрывно связано с волшебным миром Гарри Поттера, в прошлом пережила целую вереницу неудач, от увольнения и болезненного развода до нищеты. Однако она не пала духом, а преобразовала свои несчастья в источник творческого вдохновения. Илон Маск, прежде чем его компании SpaceX и Tesla завоевали мировую известность, прошел через банкротство, насмешки и скептицизм со стороны окружающих. Но он воспринял эти трудности не как фиаско, а как стимул к дальнейшим свершениям. Заглянув в собственную жизнь, можно обнаружить схожие закономерности. Каждое преодоленное испытание не только закаляло характер, но и приближало к заветным целям. Намерение – это не простое желание, а конкретный посыл, направленный в окружающую действительность. Это можно сравнить с заказом блюда в ресторане. Если посетитель не имеет четкого представления о своих предпочтениях, то и официант будет в замешательстве. Подобным образом устроена и Вселенная. Если человек стремится к переменам, но не может точно сформулировать свои желания, то и реальность будет не в состоянии ему помочь. Порой бывает сложно разобраться в собственных желаниях, и поэтому важно четко формулировать свои цели, избегая абстрактных понятий вроде «хочу быть счастливым». Необходимо представить свою цель во всех деталях, как будто она уже реализована.
Даже если результаты усилий не сразу заметны, не стоит опускать руки. Могут наступить периоды, когда кажется, что трудности нескончаемы, и все старания не приносят видимых перемен. В такие моменты важно помнить, что самые темные часы обычно бывают перед наступлением рассвета. Вместо того, чтобы сдаваться, стоит попробовать замедлиться и найти утешение в простых вещах, таких как прогулки на свежем воздухе, чтение интересной книги или общение с близкими людьми. Важно помнить, что каждый человек сталкивается с трудностями, и никто не одинок в своих испытаниях. Каждое испытание, каждая проверка – это не наказание, а скорее знак того, что человек стоит на пороге важных изменений. Вселенная словно готовит его к новой реальности, испытывая его решимость, готовность и силу духа. И теперь каждый должен спросить себя, готов ли он принять этот вызов и изменить свою жизнь к лучшему.